Итак, дорогие друзья, в этом видеоуроке мы с вами рассмотрим материаловедение касаемо восковой депиляции. Из видео вы узнаете, какие существуют техники депиляции воском, познакомимся с воском самим, а также познакомимся с косметикой, которую нужно использовать во время депиляции воском. В депиляции существует два варианта инструментов и материалов. Это многоразовые или теми, которыми можно пользоваться не один раз, и одноразовые инструменты и материалы. Это те материалы, которыми мы пользуемся только один раз на одном клиенте. К ним относятся следующие материалы. Это одноразовые, в первую очередь, салфетки, которые однозначно надо использовать только один раз. Медицинские маски для мастера. Для бандажной техники полоски или бандаж. Перчатки одноразовые, а также деревянные шпатели. Ну, естественно, к одноразовому материалу можно еще отнести простынь на кушетку. Это однозначно тоже одноразовый материал. Ну, пожалуй, на этом и заканчиваются одноразовые материалы. Дальше. Перед тем, как начинать работать в депиляции, мы должны обязательно продезинфицировать даже свои перчатки специальным средством, кожным антисептиком. Ну, мы показываем Истиладес, мы на нем работаем. Следующий этап – это подготовка кожных покровов. Прежде чем начать наносить материал, мы должны обязательно очистить поверхность кожи специальным средством. Для чего это делается? Для лучшего сцепления материала с волосками, потому что и на коже, и на волосках есть кожный жир, который будет препятствовать хорошему сцеплению материала, и нам нужно практически, буквально сказать, обезжирить поверхность кожи. На таких лосьонах будет написано, что этот лосьон применяется для подготовки кожи перед депиляцией, чтобы вы не перепутали. Это, можно сказать, очень важный моментик. Прям очень-очень важный. Нельзя этим пренебрегать, иначе депиляция просто может не состояться, если мы не будем использовать эти лосьоны, не будем обезжиривать поверхность кожи и волосков. Следующий материал – это нанесение талька. Тальк обязательно используется перед депиляцией, хоть это будет шугаринг, хоть это будет воск, какая техника, тоже не важно. Очень важно нанести тальк на кожу. Это подготовительный этап, без него тоже нежелательно работать, иначе можно получить очень сильное раздражение кожи. Тальки бывают с мелкими частичками или с крупными частичками. Вообще тальку в последнее время фирмы стали уделять много внимания. Раньше такого разнообразия не было, а сейчас прям очень. Даже вот с ментолом тальк, который как бы охлаждает кожу после того, как материал мы убираем. Но что касается вот этих специальных отдушек и добавок, с ними надо быть поаккуратнее, потому что у некоторых людей могут быть аллергические реакции на эти все добавления в тальк. Поэтому без отдушек и добавок, конечно, надо однозначно брать тальк. А уже с отдушками и добавками это уже на ваше усмотрение. Далее мы знакомимся со святая святых депиляции воском, который в последнее время тоже претерпел огромные нововведения. Теперь воски бывают и разные по цвету, по форме, по ингредиентам, по запаху, по предназначению. То есть депиляция, можно сказать, шагает по стране уверенными семимильными шагами. Итак, первый материал, который появился когда-то в депиляции, это вот такого вида, это картриджи или кассеты. Они были самые первые, которые появились. Их также можно приобрести, между прочим, и в обычных магазинах. Так вот, это идет материал или воск для быстротехник, когда вам нужно очень быстро удалить волосы.
Составы у них практически у всех одинаковые, и они с разными запахами. Может быть клубника, может быть ваниль и так далее. Но смысл заключается в том, что картриджи или кассеты – это теплый воск. Он разогревается в воскоплавах до 38 градусов, на несколько градусов выше, чем тело человека. Так как волосы человека делятся на жесткие и на пушковые волосы, воски в кассетах будут также делиться на два типа волос или для двух этих типов волос. Алоэ азулен – это для чувствительной кожи, для менее жестких волос. И роза слива шоколад для жестких волос. Теперь давайте рассмотрим гранулированный воск, который вы сейчас видите на экране. Он также, видите, делится по цвету, также он делится по запаху и по составам он тоже может быть разный. Но если обобщить, то можно так сказать. Раньше воск был более жесткий и вызывал очень часто аллергические реакции у людей, то сейчас воски нового поколения. Они делаются на основе минеральных масел, в их состав входят различные увлажняющие компоненты, и данные воски уже более мягко воздействуют на кожу человека. Какое преимущество имеют эти воски еще? Они однозначно хорошо работают по коротким волоскам. То есть даже после бритвы на 3-4 день этими восками можно удалять нежелательные волоски. Это очень хорошо, и это большое преимущество этих восков. Это большое развитие в депиляции, потому что раньше воски не выполняли эту функцию. Эти воски с этим справляются. И что еще немаловажно, после срыва кожа остается увлажненной, то есть она не раздражена. Это большой-большой плюс. После того, как мы удалили нежелательные волоски, нам необходимо обработать специальными средствами кожу. Эти специальные средства называются средства после депиляции. Эти средства успокаивают кожу. Например, вот это масло успокаивающее. И обязательно на тюбике должно быть написано «после депиляции». Этими маслами или этими лосьонами мы помимо того, что успокаиваем кожу, также мы удаляем еще остатки воска, который может остаться на поверхности кожи. Конечно, мы должны понимать, чтобы работать этим воском, мы его должны разогреть. Для этого применяется специальный воскоплав, баночный воскоплав. Вот так он выглядит. На практическом занятии вы увидите, как им пользоваться, до какого состояния должен быть расплавлен воск, какую температуру нужно выдерживать. Работает это так. Берем и высыпаем прямо в баночку этот воск и разогреваем до определенной температуры. Что касается самого воскоплава, то не могу сказать вам, что обязательно нужно приобретать какую-то определенную фирму, потому как на рынке именно воскоплавов разных фирм просто предостаточно. Есть, конечно, супер-мега профессиональные воскоплавы, в которых выставлена прям конкретно температура, с поддерживающей этой температурой и так далее. Но я думаю, что не каждый способен приобрести такие дорогостоящие материалы. Поэтому большинство людей, работающих в депиляции, скорее всего, 100% работают именно на вот такого плана воскоплавах. Самое главное, чтобы у него был регулятор температур, чтобы была минимальная температура, средняя температура и максимальная температура. Когда вы начнете работать, отрабатывать практику, вы будете уже сами видеть, до какого состояния уже разогрет ваш воск, и можно ли им работать или нельзя. Поэтому все, в принципе, без фанатизма. Можно как бы усреднить эти все показатели, и мастерство здесь сыграет в любом случае первоначальную, первостепенную роль. Вот мы с вами и прошли этот урок по материаловедению для восковой депиляции. Это основные материалы и инструменты, которые вам могут пригодиться в работе. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман и Елена Бернес. До встречи в новых видео!
Ева Лорман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь депиляцию всю узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Ева Лорман, Елена Бернес, Ева Лорман, Елена Бернес, Ева Лорман, Елена Бернес, Ева Лорман. Елена Бернес.